Вот это он выводит. Фреза зашла вовнутрь здесь миллиметров на 20. И смотрим внутри, какая у нас картина. Ну что, 676, твое время пришло, давай начинай оживать. Но для начала мы тебя разберем и почистим. Ребятки, всем привет! Сегодня, можно сказать, новый виток в развитии моей мастерской. Буду заниматься фрезером, который вы видели, у меня появился в прошлой серии. Поехали, приступим. Первое, что сделаю, сниму стол, чтобы удобно было подходить к станку и мыть все остальное. Здесь 4 гайки, отпущу их и с другом снимем его, перенесем. Нижние крепления, болты я снял, оставил 2 верхних, слегка их отпустил. Стол сейчас висит на них. И можно сейчас вдвоем с другом аккуратно снять стол. Все, я вывел. А, он, по-моему, никуда не падает. Вот это он выводит. Сюда? Килограмм 170 весит. О, я аж покраснел. О. Давайте для истории зафиксируем состояние. Пока все это дело выглядит вот так. Ну и видно, вверху обильно пошла ржавчина. Ой, сколько предстоит очищать сейчас. Система смазки. Здесь, наверное, придется заменить все трубки, потому что они в очень плохом состоянии. Медным трубкам пришлось несладко, видно везде следы заломов. Бывший фонарь. Про стол можно сказать, что он испорчен дважды. Вот верхнюю часть кто-то так красиво прям вошел в него фрезой. Ну, а бывший стол, тоже с ним что-то случилось. И чтобы, наверное, исправить, он был сфрезерован. Видите, остались какие пазы. Ну а сверху была заново изготовлена плита, ну, которая, естественно, потом также была благополучно испорчена. Фреза зашла вовнутрь здесь миллиметров на 20. Ну, пока буду очищать, мыть вот этот стол. Но если появится у меня свободная монета, может быть, приобрету в хорошем состоянии сюда столик. Может быть, даже поменьше есть столы. Так, попробую показать, что вверху. Тут такая мощная шестерня. По-моему, даже когда-то он был желтым, красным и серым. Сколько ж раз его красили, годичные кольца. И здесь куча ржавчины. Рукоятку придется изготовить новую, но думаю, выточим, может быть, даже из ценных пород дерева. Что это? Это что, снималось здесь просто грязь, что ли? Ладно, разберемся. Эта деталь пластиковая, насколько я понял, это защита от попадания мусора в ласточкин хвост. Но как-то странно, не сильно она здесь точно прилегает, какие-то адские зазоры. Ладно, будем разбираться, как должно быть. Это тоже защита. Здесь вставлен материал, похожий на войлок, но он уже совсем старый. Просто выкрашивается, а где-то просто окаменел.
А это упоры, которые можно регулировать. Сейчас моя задача освободить клин, вытащить. Откручиваю винт. Через вот это отверстие был вкручен винт, который ограничивал движение вот по этому пазу. Теперь часть стола ничем не связана и ходит очень легко по направляющей, и можно его просто снять. Так, вот это тоже можно снять. Здесь аналогичная ситуация, нужно ограничительный винт выкрутить. И смотрим внутри, какая у нас картина. Очень много грязи, стружки. Сейчас нужно вытащить ходовой винт. Вот эта гайка по центру. Снял подшипник с этой стороны, и можно теперь выкрутить ходовой винт. Внутри гайка, она составная из двух частей, вот эта часть шестерней. Залезем во все твои укромные места. Ребят, дело неплохо продвигается, смотрите уже сколько разобрал. Не скажу, что мне это дается легко, потому что здесь я вообще первопроходец. И каких-то подробных видео в интернете вообще нету в ютубе именно по этому станку. Я имею в виду последовательность разборки. А паспорт там тоже не совсем понятно и не все расписано. В общем, пытаюсь двигаться какой-то, следую своей логической цепочке, если что-то мешает. Снимаю и иду дальше. Разборку пытаюсь снимать максимально подробно. Может быть, кому-то пригодится. А может, кому-то просто интересно, как устроен станок. И сейчас мне предстоит разобрать вот эту часть, максимально снять все детали, максимально облегчить, найти, где клин отпускается, вытащить. И можно будет, я думаю, вдвоем поднять ее через верх. Здесь тоже направляющий ласточкин хвост, а вот эту часть необходимо будет подвинуть назад, чтобы она не мешала. Внутренние медные трубки также под замену, еще не разобрался, что они смазывали, но скорее всего смазка подавалась на ходовой винт. Хочу заметить, здесь внутри все в хорошем состоянии, следов грязи здесь не замечено, все обильно смазано. Так что это облегчает нам дальнейшую задачу. Но основная задача все-таки вытащить консоль и хорошенько почистить, особенно направляющие. Потому что если этого не сделать, при дальнейшей эксплуатации, если там абразив, просто мы все уничтожим. Уничтожим станок, уничтожим направляющие. И пока еще работает механическая подача, я сейчас вручную подниму консоль наверх. Вот он, привод механической подачи, кручу, и видите, консоль потихоньку поднимается наверх. А если включить вот этот рычаг, то включается механическая подача.
Поднял повыше, и уже можно подлезть здесь к винту, который держит клин. Сейчас его отпущу, вытащу клин, продолжу крутить. Ходовой винт выйдет из гайки, и можно будет уже вручную вдвоем всю эту консоль поднять и вытащить. Станок. Станки Советского Союза. Кстати, ребят, очень трудно даются съемки такие. Надеюсь, вы оцените, потому что все в грязи. Руки в грязи, камеру приходится постоянно переставлять, чтобы получше для вас снять, чтобы вам было все видно. Естественно, камера страдает от этого. Пытаюсь вытирать каждый раз руки, каждый раз выставляю свет. В общем, такое ощущение делов в 3 раза больше, чем я делаю на самом деле. Какая-то странная конструктивная особенность. Видите вот эту норку? Дырку, карман, даже не знаю, как ее назвать. Не знаю, было ли это вообще изначально, или это уже какой-то дефект, или чья-то доработка. Ну, видите, вся грязь, весь мусор, стружка, все собирается здесь. И, кстати, из-за этого, сейчас я вам покажу, вот здесь идет дикий износ. И вот сюда вот вся грязь тоже скапливается. Зачем, что это, как, я не знаю. Короче, будем разбираться. Интересно, как у Игоря все это устроено. Сравнить. Сейчас пойдем смотреть. Это ж оно стружку вот туда между тем отверстием и этим просто перерабатывает, перемалывает. Ох, сколько здесь мусора, стружки. И все это попадает вот сюда вот на направляющую. Ну разве такое должно быть? А это похоже на масляный канал забитый. Сейчас возникло предположение, что это просто кофемолка. То есть 2 в 1. И фрезер, и кофемолка. Туда кофе забрасываешь, и все, выходит готовое. Да непонятно, как туда столько стружки попало. Потому что здесь тоже огромное количество было стружки внутри. И здесь непонятно, тоже походу что-то скопилось и терло, ело. Да, здесь вот ямка, проверяли линейкой. Вот, видно отчетливо, здесь ямка, выработка. Где-то по ощущениям 2 сотки здесь ямка. Не больше, может и сотка. С этого, конечно, наверное, нужно было начинать, но напоследок хочу оживить фрезер, послушать его голос. Сейчас попробуем, что тут у меня. Игорек принесет линейку поверочную. Вот, видишь, как берет. Угу. Ну, в принципе, если бы была зачистка, может быть, получше было бы тут. Может, на выступе задира висеть. Ну, тоже не все так плохо, я смотрю, да? Ну, в принципе, неплохо, да, для первого раза. То есть плохо это когда оно вообще гуляет. Вот, видишь, тут смотри, как оно нарисовало. То есть у тебя там чисто задир где-то есть. А ну, шабель сюда. Вот это вот плохое место, если зашкурить, я думаю, сейчас сразу картина поменяется кардинально. Эти задиры, если зашкурить, очень много задиров. Всем желаю такого учителя. И поменьше задиров. Это точно. Все беды от задиров, блин. Капиталки, двигатели там и прочие вещи. Все время. О, глянь, а тут крупное шабрение такое, знаешь, ямы такие прям. У меня обычно шабрение гораздо мельче. Прям, глянь. Кто-то сильный шабрил, прям вдавливал. Ну, может оно так тоже, может потом сделали масляные ванны, чтобы лучше масло задерживалось. Вот, кольцом мы просто как бы плюс-минус мягко Убираем вершины, да? убираем вершины, которые сейчас шабером наделали. То есть мы же шабером, он где втыкается, там остается небольшой заусенец. Так, теперь тряпочку нам надо. Вот, короче, так внезапно началось шабрение. Начался процесс, на 2 каналах шабрение пошло. Внезапно. Пока я
в роли обучаемого. Ну что, смотрим, изменилась ли картина. Картину мы все видели. Пока что мы сильно прижимаем. Картина, короче, изменилась. Ох, картина очень сильно изменилась. Но, тем не менее, вот здесь... Да. Так же, как и у меня здесь, да, по-моему? Да, провал такой, да? Есть провал. То есть вот здесь мы очень жестко шабрим. А потом все мягче, мягче, мягче. И, кстати, вот задиры и провал в том месте, вот где эта норка, где собирается вся грязь на станке. Ну, буду уже сам делать. Ну, да. Делать должен я. Вот так примерно, смотри. Угу. Примерно вот так надо здесь делать. То есть тут мы не балуемся. Первые слои вот так вот жирненько пошли, да? Да. Вот тут не надо, тут опять надо. Тут поменьше, потому что тут просветы есть. Тут опять, где нет просветов, жестко. Опять поменьше. Вот здесь, то есть я давлю, здесь меньше. Потому что тут есть просветы. Но все равно всю плоскость обрабатываю. Здесь уже жестко, опять меньше, опять жестко. Иначе можно это дело растянуть вместо там 2-3 часов на 2-3 дня, если сразу с чистового шабрения начинать. Вот, ну можно было бы, тут совсем чуть-чуть, можно было бы еще вот так пройтись, но мы сейчас обработаем и посмотрим. Опять снимаем вершины, да? Интересный процесс. Когда потихоньку уже шабришь, более чистово, уже особо вершины снимать там сильно не надо. Они, эти вершинки, самой линейкой можно растереть. Сглаживаются слегка. Да. Вот. Краски все меньше на линейке. Ох. Уже здесь берет. Здесь вот, уже берет. Везде, короче, берет. Все, уже осталось. можно с чистого делать. Растирать. Все меньше и меньше пятна делать. Ну, ровное. Крест-накрест. По сути, ровное оно было. Просто очень углубленная поверхность. Все, ребят, вот так вот происходит обучение в наших мастерских. Вот тут вот легенько пошел. Потому что... Я думал, день уже закончен. А сейчас, оказывается, будет закончено направляющее. Хочу сделать такое замечание, что у этого человека сегодня день рождения. И видите, мы не сидим где-то на ступеньках, не пьем напитки, так сказать, пшеничные, а занимаемся очень интересным делом в своих любимых мастерских, в своих отдушинах. Вот желаю и вам, чтобы у вас такие же отдушины, интересные дела жизни появилось. Спасибо, учитель, как говорится. Так что пока разборка 676-го фрезера останавливается, в следующей части я займусь выравниванием, шабрением вот этих направляющих. Здесь небольшая ямка, так как это сделать гораздо удобнее на станке. Ну, а потом, естественно, мы продолжим разборку, будем все отмывать, разбираться. Опять же, подробнейшим образом буду вам все показывать. Но уходить в сад полностью, восстановление станка я сейчас не хочу. Буду делать это по мере свободного времени. В следующей серии я хочу заняться токаркой, долгожданной токаркой, так как у нас есть незаконченный проект. В общем, на сегодня у меня все, ребята. Отличное настроение. Спасибо за внимание. Всем пока. Скоро увидимся. Ух, какая жесткость.